Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимок. Сегодня у меня очень интересная работа. Это пончо. Часто многие меня просят, чтобы я связала пончо. Носят редко, а просят часто. Как это бывает. Я решила связать идею пончо, но ее небольшой. То есть это больше похоже на манишку. Принцип работы одинаковый, закрывает грудь, закрывает спиночку, надвязала еще резинку, и получилась вот такая интересная теплая работа. Пончо на ребенка или манишка на взрослого, примерно такого размера. Показываю принцип вязания. Можно связать все, что вы хотите. Самое главное, вот узорчик, хороший узорчик. Я решила этим узором еще связать и кофточку. Но это уже в следующем мастер-классе. Следите за выпусками, подписывайтесь. А сегодня смотрим, как вяжется такая красота. Сегодня мы с вами будем вязать кокетку. Кокетку очень интересным узорчиком. Я как-то говорила, что вязала пончо. Мне очень понравился узор. И я предлагаю точно таким же узорчиком. Вот мы с вами провязывали узор по центру и по спинке. А теперь мы такие сдвоенные узоры свяжем 4 раза, там, где у нас будет проходить реглан. Набираем первоначально вот такие петельки. Как мы их набираем, я показывала много раз, могу показать еще раз. Мы берем просто-напросто любую пряжу. Я уже показываю принцип, не обязательно вязать той пряжи, которую я. 1, 2, 3, 4 воздушные петли и столбик с накидом в самую первую воздушную петельку. Это у нас будет одно колечко. 1, 2, 3, 4, накид и в первую петельку столбик с одним накидом. Вот такая первоначальная цепочка должна получиться. Я набрала 40 по вырезу своей горловины. Я не люблю слишком большой вырез или декольте, да, я люблю, чтобы это было поуже. Поэтому вот такой у нас должен получиться рисунок. 40 это 11 спинка, 11 перед, 7 рукав, 7 рукав. И еще по одному колечку оставляем на реглан 4. Соответственно, стороны реглана всего 40. Если вы сомневаетесь, что неправильно набрали, неправильно посчитали, просто-напросто не замыкайте круг, наберите больше. Я набрала 7 колечек, 8 поставила маркер. Это у меня будет рукав. 11 колечек, в 12 маркер. 7 колечек, в 8 маркер. 11 колечек, в 12 маркер. Вот таким образом мы набираем. Абсолютно нужно хорошенько выровнять, то есть все колечки, чтобы смотрели в одну сторону. Если вы уверены в подсчете, замыкаем круг. Если не уверены в подсчете, можно начать узор, а замкнуть потом. Начинаем вязание таким образом. Могу не замыкать, чтобы потом показать, как это. В центре оказываемся. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в колечко столбик с одним накидом. Вот такая галочка. 1, 2, 3. Пропускаем одно колечко внизу воздушной петельки, вверху столбики. В следующее колечко вяжем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 воздушные петельки. Одно колечко пропускаем, вяжем галочку, столбик с накидом. 1, 2, 3, столбик с накидом. Как в самом начале. Вот такой у нас узорчик будет, он будет повторяться. Его сложно не запомнить. 1, 2, 3 воздушные петельки. Либо мы вяжем галочку, либо мы вяжем, пропускаем, да? Первый рядочек я провязала. Смотрите, провязали уголок, пропустили 5 столбиков, пропустили уголок,
пропустили 5 столбиков, пропустили уголок. И маркер. Маркер стоит, там где стоит маркер, мы вяжем 2 уголочка. Столбик, 3 воздушные петли, столбик. Вот. Точно так же мы распределяем узор. Это мы провязали с вами. Рукав, допустим, да, перед, рукав. Там, где у нас маркеры стоят по узору, да, там, где у нас стоят маркеры, мы вяжем 2 уголочка, довязываем до конца. Что мы получаем? Если не хватило, вот здесь у нас ниточка есть, если вам не хватило петелек, колечек, подвязываем сюда ниточку и довязываем наши колечки. Вот они. А если их больше стало, чем нужно, то просто-напросто ниточку можно отрезать. Вот на этом этапе, смотрите, я провязываю 1, 2, 3. Теперь, уже когда точно, выверено, мы провязали первый ряд, все сошлось, реглан, все здорово, тогда только мы выравниваем все вязание. И нам нужно еще провязать вот в этот уголочек, самый наше первое колечко, нужно еще провязать уголок. Столбик, 1, 2, 3 и столбик. Вот так. Вот. У нас должно получиться 2 столбика. Внизу просто-напросто мы ниточку подвяжем, и все, и у нас будет вязание по кругу. Идем дальше. Подвязали, соединили. Теперь наша задача такая: у нас здесь в 3-ю воздушную петельку мы так соединимся и начинаем вязать. Вот сюда вяжем 1, 2, 3 и вяжем узор 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков. 1, 2, 3. 3 воздушные петельки, они все время идут между узорчиком, 3 воздушные петли. Легко запомнить. Там, где у нас с вами 5 столбиков, мы 1 столбик пропускаем, а рельефный, вот такой красивый рельефный лицевой, вяжем 3 штучки. 1, 2, 3. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И вяжем в галочку 7 столбиков. Опять провязываем. Там, где было 5 столбиков, провязываем 3 рельефных. Провязала, получается. Это вот у нас рукав, он более короткий. 7 столбиков, 3, 7 столбиков, 3. И подошла к маркеру. Там, где маркер, мы вяжем 7 столбиков. 7 столбиков в одно и 7 столбиков в другое окошко. 3, 4, 5, 6 и 7. И точно так же, не делая никаких переходов, в следующее окошко вяжем также 7 столбиков. И продолжаем вязание. Там, где маркеры, мы вяжем сдвоенные 7 столбиков. В остальные места мы вяжем просто 7 столбиков. 1, 2, 3, 6, 7. Между узорчиками у нас будет 3 воздушные петельки. Это легко запомнить. Рельефный столбик. Он у нас будет всегда рельефными, красивыми столбиками. Будем вязать наш узорчик. Вяжем так весь рядочек. Получается вот такой второй рядочек мы довязываем. Реглан, 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 реглан. Внизу ниточку подвязала. Мы с вами реглан довязываем. Вот наши 3 рельефных столбика, 3 воздушные петельки. И помните, у нас здесь оставалась галочка. В самом начале мы ее вот здесь подвязали. И мы ее также провязываем 7 столбиков. Так, 1, 2. Сейчас быстренько провяжу. 3, 4, 5, 6, 7.
провязали, соединили с теми 7 столбиками, которые у нас уже есть. Теперь наша задача эти же 7 столбиков и те, и вторые, воздушную петельку сделали, провязать рельефными. Что мы и делаем. Мы их вяжем просто. Вот как есть по факту 7 столбиков, вяжем 7 рельефных столбиков. Вывязываем красоту. Согласитесь, рельефные столбики именно в этом узоре придают изюминку. Просто столбики так выразительно не смотрятся. А рельефные у нас всегда в почете. 7. 3 воздушные петельки как были, они у нас так и остаются. Там, где у нас 3 столбика, мы вяжем только центральный 1. То есть мы уменьшаем узорчик. А тут у нас самая красота. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И 7 рельефных столбиков. То есть идет чередование. 1 столбик и 7. Вяжем рядочек. Довязываем еще один рядочек. Мы с вами связали 1, 2, 3. 3 рядочка. И теперь присоединяемся. Начинаем вязание все с самого начала. 3 рядочка провязали. Оказались в центре. В центре, вот здесь, между столбиками. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6. И столбик с одним накидом. Вяжем галочку, как вязали. 1, 2, 3. И вот смотрите, отступив, вот у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков. 1 отступили. Вяжем 1, 2, 3, 4 и 5. То есть в том месте, где у нас с вами реглан, вот он, у нас идет расширение. Мы будем вязать галочку и 5 столбиков. 1, 2, 3 воздушные петли. Там, где у нас 1 столбик, мы вяжем галочку. У нас узор в шахматном порядке 1, 2, 3 продолжается. Вяжем те же 3 рядочка, которые мы вязали в самом начале. Мы вязали 5 столбиков, галочка. 1, 2, 3, 5 столбиков, 1 не вяжем, пропускаем, вяжем 5 столбиков, 1, 2, 3. И за счет того, что в линии реглана мы увеличиваем с вами наши красивые узорчики, идет увеличение. 1, 2, 3. А узор мы его уже вязали. Там, где 1 столбик, вяжем галочку. 1, 2, 3. Там, где 7 столбиков, вяжем 5. Вот. Вяжем 5, 3, 1. У нас 2 раза по 7, 5, 3, 1. Все. Точно такой же узорчик мы с вами вяжем. Довязываем до реглана. До реглана. 1, 2, 3. 1 столбик пропускаем. Вяжем 5 столбиков. Это рельефные столбики с одним накидом. Они поэтому так красиво смотрятся. Мы вяжем по кругу, не поворотными рядами, просто по кругу. 5 столбиков. 1, 2, 3. 1 столбик остается между. Крючок вкалываем. 1, 2, 3 между столбиками. Провязываем такую галочку. И еще одну. Это идет увеличение у нас. 1, 2, 3. В это же место вкалывания вкалываем. Получаем 2 треугольничка. 1, 2, 3. Вот. И провязываем 5 столбиков. То есть там, где у нас стоит маркер, мы провязываем 2 треугольничка и 2 узора. Вот. Получается как. Вот наши треугольнички в самом первом ряду были. Второй, третий ряд и еще треугольнички. Вот. То есть раппорт узора 3 рядочка. Потом все повторяется просто в шахматном порядке. Попробуем повязать. Да? Если что-то непонятно, еще раз этот узор, я уже его вязала. Пончо. Смотрим там.
И этот узор, я думаю, достаточно простенький, он получится абсолютно у всех. Точно так же вяжем все остальное. Получилась вот такая работа шикарная. Мне очень нравится узор. Смотрите, какой рисуночек. Очень красивый. Хорошее расширение идет. То есть, опять же, как я люблю, несколько вариаций. То есть, это может быть пончо, да? Может быть пончо. Вот. Это может быть манишкой. Я хочу завершить манишкой, потому что пока у нас идет зима, привязать к самому верху резиночку, буквально там несколько сантиметров рядочков, и у нас уже будет красивая теплая манишка. Грудь закрывает, спиночку закрывает, плечи, все. Это можно и детский вариант, это можно и взрослый, это можно и мужской вариант. Это сейчас очень модно делать через голову такую красоту на любую кофточку. И все. Смотрите, изнутри такая красиво. Изнутри тоже невероятно красивый узор получается. То есть двухсторонний, да, вариант у нас. Вот, если продолжите вязание, это у вас будет бохо. Такая вот накидочка. Привязать здесь рукава, резиночку, как вариация. Оформить. Будет еще интересная моделька. Я предлагаю, привязала ниточку на спинке. И вот наши набранные колечки. Мы начинаем с них вязать, с этих колечек. С самого начала. Я предлагаю провязать резиночку. Для этого сначала нам нужно сделать просто столбики с одним накидом, набрать 3 воздушные петли. В само колечко мы набираем 1, 2, 3 столбика. Между колечками, вот между колечками, 1 столбик. В колечко 3 столбика. 1, 2, 3. Между колечками просто столбик. Первый рядочек делаем вот таким образом. Вяжем наборный ряд, у нас будет столбиков. Набрали столбики и просто-напросто воздушную петельку сделали в первый столбик, вяжем рельефный лицевой, во второй изнаночный. Я предлагаю таким образом провязать 3-4 рядочка, не слишком много, не высокий воротничок, но опять же на ваше усмотрение, как вам нравится. Хотите сделать с отворотом воротничок, значит вяжем прям хороший, большой, длинный воротник, как вы любите. Я хотела показать лишь принцип вязания. Мы связали с вами пончо и к нему привязываем воротничок. И получается манишка, да? То есть всегда очень удобно на шее носить и деткам, и взрослым. Все прикрывает, ничего нигде не дует. Вот таким образом столбики с одним накидом провязываем 3-4 рядочка, и все будет готово. Провязала несколько рядочков я резиночки. Вот так получилось у меня, достаточно симпатично. Интересно, если у вас горловина высокая и вы хотите немножечко подуменьшить, тогда необходимо сделать уменьшение. Каким образом? Провязывая, вот я в 2 местах это сделала, вот, провязывая по 2 столбика вместе, 2 изнаночных, 2 лицевых, немножечко уменьшила с одной стороны и с другой. Вот. Если горловина уже хорошая, можно вязать просто по факту. И в итоге буквально за пару ветерочков можно связать вот такую теплую красивую манишку, которая будет греть и согревать вас, ваших деток, родных и близких. Огромное спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Надеюсь, видео будет полезным, это очень важно. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до следующих встреч!